Марс полон загадок и резких контрастов. Здесь бескрайние каменистые пустоши соседствуют с высочайшими вулканами, а поверхность планеты изобилует следами древних катастроф в виде гигантских каньонов и кратеров. Разряженная атмосфера наполнена мельчайшими частицами ржавого песка, а сильнейшие ветры закручивают его в продолжительные и яростные пылевые бури. Таков лик Марса, загадочной и суровой планеты. Давайте же рассмотрим его поближе. Марс расположен примерно в 1,5 раза дальше от Солнца, чем Земля. Его радиус почти вдвое меньше земного, а масса составляет приблизительно 10,7% от массы нашей планеты. Ускорение свободного падения на поверхности планеты почти втрое меньше земного показателя, а температура колеблется от минус 153 градусов Цельсия на полюсах до плюс 35 на экваторе. Поверхность Марса имеет примерно такую же площадь, как и все континенты Земли вместе взятые, и демонстрирует самые разнообразные формы рельефа. Некоторые из них напоминают земные, другие представляют собой уникальные и удивительные геологические образования. В настоящее время за поверхностью Марса пристально наблюдают с орбиты 8 автоматических исследовательских станций. Изучив собранные ими данные, легко заметить обширное светлое пятно, расположенное в западном полушарии планеты. Этот регион представляет собой крупнейший в Солнечной системе вулкан, известный под названием Олимп. Здесь и начнется наш путь по Красной планете. Олимп возвышается над прилегающими равнинами на 26 километров, что примерно в 2,5 раза превышает высоту Эвереста. Предполагается, что он представляет собой щитовой вулкан, образованный множеством пластов застывшей лавы. Согласно современным представлениям о внутреннем строении Марса, у планеты отсутствуют тектонические плиты, поэтому точка выхода магмы может оставаться неподвижной очень долго – сотни миллионов или даже миллиарды лет. Благодаря этому извергнутая на поверхности лава может растекаться на огромные расстояния, покрывая каменной коркой обширные площади. Средний диаметр Олимпа составляет примерно 600 километров, а площадь превышает 300 тысяч квадратных километров. Это число сравнимо с размером средней европейской страны, такой как Польша или Италия. В центре геологического образования находится гигантская котловина, образованная 6 полуразрушенными вулканическими кратерами. Ее диаметр составляет примерно 85 километров, а глубина достигает 3 километров. Олимп настолько высок, что давление атмосферы на его вершине в 50 раз меньше, чем у подножия. Учитывая, что газовая оболочка Марса примерно в 160 раз более разряжена, чем земная, можно считать, что условия на вершине вулкана близки к вакууму. Этот факт является одной из причин, затрудняющей отправку исследовательского аппарата к высочайшей горе Красной планеты. Плотности атмосферы просто не хватит, чтобы парашюты смогли затормозить падение спускаемой капсулы с марсоходом. Уклон большей части Олимпа очень мал – около 5%. Однако края вулкана обрываются крайне крутыми склонами высотой порядка 7 километров. Причины формирования этих гигантских обрывов пока достоверно не выяснены. Согласно некоторым теориям, их размыл древний марсианский океан. Другие предположения возлагают вину на пылевые бури, часто бушующие в этом регионе. Спустившись вниз и совершив полет на территории вокруг Олимпа, можно убедиться, что она содержит множество переплетающихся хребтов и одиночных гор. Некоторые из этих образований простираются на 1000 километров от края вулкана. Предполагается, что причиной их возникновения могло стать разрушение склонов гигантской горы или движение древних ледников. Если мы отправимся к юго-востоку от Олимпа, то попадем в обширный регион под названием Тарсис. Он представляет собой вулканическое Нагорье, образованное застывшими потоками лавы и занимающее примерно четверть поверхности планеты.
Его площадь составляет около 30 миллионов квадратных километров, что сравнимо с площадью Африки. При этом Нагорье возвышается над прилегающими к нему долинами примерно на 10 километров, а его возраст достигает 3,7 миллиарда лет. Здесь расположено множество вулканов, некоторые из которых размерами лишь немного уступают Олимпу. Например, гора Арсия возвышается на 19 километров, являясь таким образом второй по высоте вершиной Марса. Размер ее центрального кратера достигает 110 километров, а общий диаметр превышает 435 километров. Ежегодно в течение короткого промежутка времени над вулканом можно наблюдать уникальное природное явление. Солнечные лучи нагревают склоны горы, благодаря чему восходящие потоки воздуха закручивают мелкую пыль в плотное облако. Оно может вздыматься над Арсией на высоту до 30 километров и разноситься ветрами на огромные расстояния. В разных местах Нагорья можно заметить вертикальные колодцы, дно которых невозможно разглядеть. Крупнейший из них имеет диаметр около 150 метров, а глубину не менее 178 метров. Предполагается, что эти колодцы являются обвалившимися лавовыми трубками. Тарсис представляет собой десятки слившихся друг с другом щитовых вулканов. Их извержения на протяжении миллиардов лет привели к тому, что в атмосферу Марса было выброшено огромное количество углекислого газа и водяного пара. Математическое моделирование показывает, что этого хватило бы, чтобы окружить всю планету атмосферой в 1,5 раза плотнее земной. Эти расчеты являются косвенным доказательством того, что в прошлом условия на Марсе могли быть гораздо более благоприятными для зарождения жизни, чем сейчас. Однако из-за недостаточной гравитации планета не смогла удержать атмосферу и постепенно лишилась ее. Продолжив свой путь на восток от плато, мы попадем в регион, известный как Долины Маринера. Он представляет собой разветвленную систему гигантских каньонов длиной до 4500 километров. Ширина разлома достигает 600 километров, а глубина превышает 11 километров. Исследования фотоснимков показывают, что склоны большинства каньонов центральной и западной части долин Маринера имеют слоистую структуру, характерную для донных отложений крупных водоемов. Вполне вероятно, что в древности каньоны были полностью затоплены водой. В этом случае горные породы региона могут содержать бесценные палеонтологические находки. Восточная же часть долин представляет собой области с хаотичным рельефом. Это обширные лабиринты из множества относительно небольших каньонов, пропастей, гор и плато. Далее к северу рельеф сглаживается, переходя в относительно ровную долину Хриса. На ее просторах покоятся останки марсохода Sojourner, а также исследовательского аппарата Викинг-1, в далеком 1976 году передавшего на Землю первые цветные фотографии марсианских пейзажей. Согласно принятой на настоящий момент гипотезе, долины Маринера образовались на ранних этапах формирования планеты. Впоследствии эрозия и геологические процессы углубили каньоны и расширили их. Одна из версий связывает формирование системы разломов с извержениями вулканов Нагорья Тарсис, другая же соотносит их появление с образованием равнины Утопия на противоположной стороне планеты. Эта обширная округлая низменность с высокой долей вероятности является последствием падения на поверхность планеты астероида огромных размеров. Диаметр равнины составляет около 3300 километров, а поверхность имеет относительно ровный и плоский рельеф. Утопия неоднократно исследовалась различными автоматическими аппаратами. В 1979 году спускаемый аппарат Викинг-2 передал на Землю панорамные снимки ее поверхности. А в 2016 году радар Шерод, установленный на орбитальной станции МРО, обнаружил под слоем грунта обильные залежи водяного льда, смешанного с пылью. В мае же 2021 года на просторы Утопии высадился китайский марсоход Чжужун. В настоящее время он уже прошел более 1000 метров по поверхности Красной планеты и прислал на Землю сотни снимков. К сожалению, докопаться до водоносного слоя марсоход не сможет, так как тот залегает на глубине от 1 до 10 метров.
На севере Утопия примыкает к Великой Северной равнине, гигантской низменности, окружающей северный регион планеты и занимающей около 40% поверхности Марса. Если же отправиться от центра Утопии на юго-запад, то можно достичь равнины Исиды. На ее западной границе расположен регион, вот уже почти 8 месяцев привлекающий к себе повышенное внимание жителей Земли. Разумеется, речь идет о кратере Йезера с высокой вероятностью, представляющим собой остатки высохшего древнего водоема. С 18 февраля 2021 года дно кратера исследует марсоход Perseverance вместе с первым в истории инопланетным вертолетом Ingenuity. Йезера был выбран для проведения миссии как одно из наиболее перспективных мест для обнаружения следов марсианской жизни. Считается, что кратер сформировался около 4 миллиардов лет назад в результате падения массивного небесного тела. Диаметр углубления составил около 49 километров. Предположительно, в прошлом кратер был заполнен водой. Наиболее вероятным временем для этого является гесперийский период геологической истории Марса. Он начался примерно 3,5 миллиарда лет назад и продлился около миллиарда лет. Согласно расчетам, атмосферное давление тогда было сравнимо с земным, а температура поверхности достигала 50 градусов Цельсия. Свидетельствами этого могут служить образцы горных пород, добытые недавно на дне кратера марсоходом Perseverance. Их еще предстоит доставить на Землю и изучить подробнее, но уже очевидно, что камни долгое время контактировали с жидкой водой. Аппарат уже подарил ученым множество ценных данных, однако его миссия еще далека от завершения. Perseverance рассчитан на 14 лет эксплуатации, и впереди его ждут сотни находок и километры пройденного пути. Так что наше путешествие по просторам Марса еще не закончено. Несмотря на все усилия, Красная планета все еще хранит бесчисленное множество загадок. Возможно, в ближайшие годы некоторые смелые предсказания сбудутся, и человек наконец-то впервые ступит на поверхность Марса. Это событие станет новой вехой в освоении Солнечной системы и началом эпохи великих открытий. Мы постараемся рассказать вам о каждом из них и надеемся на вашу поддержку. И услышимся!